Жила как-то на свете бедная вдова, и был у нее сын, Джек, да корова-белянка. Корова каждое утро давала молоко, а мать с сыном продавали его на базаре. Этим и жили. Но вот как-то раз белянка не дала молока, и у них не оказалось еды. Мама решила продать корову и на вырученные деньги открыть лавку. Джек взял в руки повод и повел корову на базар. Не успел он прийти, как повстречался с каким-то чудным старичком. Он сказал, что не прочь обменять корову Джека на бобы, и на этих словах достал из кармана горстку каких-то диковинных бобов. Старик сказал, что эти бобы волшебные, их нужно посадить вечером, а к утру они вырастут до самого неба. Джеку стало очень интересно, и он согласился. Домой мальчик пришел рано. Мать очень разозлилась, что он отдал самую молочную корову во всей округе за горсточку каких-то скверных бобов. Но Джек помнил слова старика и решил, что делать нечего, и посадил бобы во дворе. Поднялся он к себе на чердак, грустный-прегрустный, и заснул. Утром Джек проснулся и увидел во дворе что-то вроде большого дерева. А это, оказывается, его бобы проросли, и огромный стебель продолжал расти вверх, пока не дорос до самого неба. Джек прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. Все лез и лез, и лез, и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную широкую дорогу, которая привела его к огромному замку. Джек подошел к его воротам и постучал. Ворота открылись, а на пороге стояла высоченная женщина. Заикаясь от страха, мальчик попросил чего-нибудь позавтракать. Великанша впустила его, но предупредила, чтобы не попадался на глаза ее мужу, потому что он людоед. Она отвела Джека на кухню. Но не успел он съесть и половины завтрака, как вдруг весь дом затрясся от чьих-то шагов. Мальчик не растерялся и мигом прыгнул в печь. И в эту же секунду в комнату вошел людоед. Ну и большой же он был, как гора. Людоед достал из огромного сундука 2 мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, наконец стал клевать носом и захрапел. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался мимо людоеда, схватил один мешок с золотом и кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, и протянул ей мешок с золотом. Стали они жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро он встал пораньше и полез на бобовый стебель. У порога огромного замка стояла жена людоеда. Она сказала, что не впустит его, потому что в прошлый раз у ее мужа пропал мешок золота. Но все-таки она сжалилась над бедным мальчиком и впустила в замок. Вдруг послышались шаги великана, и Джек опять спрятался в печь. Людоед вошел и велел жене принести курицу, что несет золотые яйца. Великанша принесла, и людоед приказал курице нестись. И та снесла золотое яйцо. Довольный великан начал клевать носом и захрапел. Тогда Джек вылез из печи, схватил золотую курицу и кинулся к бобовому стеблю. Вернулся мальчик домой, показал матери чудо-курицу, и стали они жить, продавая золотые яички. Но вскоре Джеку показалось и этого мало. И он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. На этот раз мальчик залез в замок через окно, запрыгнул в медный котел и затаился. В комнату зашли людоед с женой. Великан учуял запах мальчика, и они кинулись искать его в печи. Но его там не было. Они обыскали все углы и закоулки, только в медный котел заглянуть не догадались. Отчаявшись искать, людоед велел жене принести золотую арфу и поставить ее на стол. Под ее прекрасные звуки людоед захрапел. Тут Джек тихонько вылез из котла, схватил золотую арфу и бросился к двери.
Но арфа громко заиграла и разбудила людоеда. Джек побежал, сломя голову, прыгнул на бобовый стебель, а великан за ним вдогонку. Спустился Джек до своего дома и закричал маме, чтобы та несла топор. Мать выбежала с топором в руках, мальчик схватил топор и принялся рубить бобовый стебель. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается, и остановился. Тут Джек как ударил топором еще раз и перерубил бобовый стебель. Он закачался и рухнул, а людоед грохнулся на землю и разбился. С этого дня Джек и его мать никогда больше не знали бедности. Но мальчик очень сожалел, что из-за своей жадности они чуть не поплатились жизнью. Он пообещал, что никогда больше не будет красть и будет усердно трудиться во благо семьи. Жила-была маленькая славная девочка. Всем она была мила, кто только видел ее. Но всех милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, что бы подарить своей любимой внученьке. Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата. А так как ей эта шапочка была очень к лицу и ничего другого носить она не хотела, то и стали ее называть Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать попросила отнести кусок пирога и бутылку вина к бабушке. Мол, она и больна, и слаба, это ей будет на пользу. Приказала мать в сторону от дороги не забегать, не то упадет и бутылку разобьет, и бабушке тогда ничего не достанется. А когда к бабушке придет, чтобы не забыла с ней поздороваться. Послушалась Красная Шапочка, взяла гостинцы и пошла в путь. А бабушка жила аж за лесом, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, как повстречался ей волк. Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не испугалась. Она вежливо поздоровалась. Волк тоже вел себя очень прилично, поэтому Красная Шапочка все и рассказала волку, что несет она гостинцы своей любимой бабушке. И пока она рассказывала, как пройти к дому бабушки, волк про себя подумал. Как бы ему съесть не только старушку, но и миленькую девочку. И тут волк придумал показать Красной Шапочке огромную поляну с прекрасными цветами. Красная Шапочка, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала, что было бы неплохо принести бабушке свежий пучок цветов, ведь это бы ее тоже порадовало. Да и сбежала с дороги в сторону и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, как уже ее другой манит, еще лучше, и она затем побежит. И так все дальше да дальше уходила вглубь леса. А волк прибежал прямехонько к бабушкиному дому и постучался в дверь. Бабушка спросила, кто там. А волк ответил тоненьким голоском, что это Красная Шапочка принесла пирожка и венца. Старушка поверила и велела надавить на щеколду и входить. Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась, и он забежал к бабушке в избу. Кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее. Затем он надел бабушкино платье и на голову ее чепчик, улегся в постель и стал ждать. Красная Шапочка между тем бегала и бегала за цветами, и когда их набрала столько, сколько могла нести, тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому. Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена, и когда вошла в комнату, окликнула бабушку. Ответа не было. Подошла внученька к кровати и видит. Лежит бабушка. И чепчик на самый нос надвинула, и такую странную, кажется. Красная Шапочка с недоумением спросила, для чего бабушке такие большие уши. А волк ответил бабушкиным голосом, чтобы лучше слышать. Затем Красная Шапочка спросила, зачем бабушке такие большие глаза? Чтобы лучше тебя рассмотреть, ответил волк. А руки такие большие, чтобы легче обхватить. И когда Красная Шапочка увидела пасть волка и только спросила, почему у бабушки такой противный большой рот, как волк накинулся на нее,
закричав: «Чтобы я тебя могла съесть!» и проглотил бедную девочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. Проходил в это время мимо бабушкиного дома охотник. Услышал храп и подумал, не приключилось ли чего-нибудь со старушкой, что она так храпит. Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что там волк спит. А он уже давненько на этого злодея охотится. Хотел было убить его из ружья, да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку проглотил и что ее еще спасти можно. Потому и не выстрелил, а открыл широко волчью пасть и увидел, как там мелькнула красная шапочка. Выпрыгнула из пасти девочка и сказала, что там еще ее бабушка. Открыл охотник еще шире волчью пасть, и за красную шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка. Обрадовались они, стали обниматься и благодарить охотника. Решили они проучить хитрого волка. Натаскали поскорее больших камней, напихали их волку в пасть и брюхо и вынесли его во двор. И когда волк проснулся, увидел охотника и хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней и упал на землю. Это порадовало всех троих. А волк тем временем поднялся и еле-еле поволок свое тяжеленное брюхо в темный лес. Больше его и не видели. Вот так они проучили хитрого волка, а красная шапочка решила, что никогда больше не ослушается матушкиного приказания.